Здравствуйте, дорогие друзья! Ночь, которая могла закончиться трагедией, изменила все. В особняке Акаби время словно остановилось в тот самый момент, когда Гюль, доведенная до отчаяния, подняла оружие против Асии. Но выстрела не произошло. Парс успел вмешаться и тем самым не только спас Асию, но и поставил точку в той версии Гюль, которую он когда-то знал. Однако тишина, наступившая после этого, оказалась страшнее любви выстрела. Гюль стояла, потеряв все: любовь, веру, саму себя. В ее глазах больше не было ни боли, ни надежды, только холодная пустота. И уходя, она оставила после себя не угрозу, а ощущение, что эта история еще далеко не закончена. Но главный удар пришел не от нее. Асия не закричала, не устроила сцену. Ее молчание оказалось куда сильнее. В ту ночь она поняла то, что боялась признать. Доверие разрушено, и даже если любовь еще жива, этого уже недостаточно. Утро в особняке началось с тяжелой девящей тишины. Асия спокойно собирала вещи, будто внутри нее все уже решено. Когда Парс попытался ее остановить, он услышал лишь простую, но болезненную правду. Она ушла не сейчас. Она ушла намного раньше. Ее слова стали для него ударом сильнее любых обвинений. Тем временем Гюль возвращается к Лейле и Левенту. Но уже не как пешка. Теперь она сама диктует условия. Боль изменяла ее. И если раньше она была частью их игры, то теперь она готова стать ее главным игроком. Асия исчезает из жизни Парса. Без громких прощаний, без надежд. На возвращение лишь короткое сообщение остается. Напоминаем о том, что было. Иногда любовь – это не бороться, а во время уйти. И только потеряв ее, Парс по-настоящему понимает, насколько давно все начало рушиться. Но судьба готовит новый поворот. Парс узнает, что исчезновение денег – это не случайность. Махир был лишь исполнителем. За всем этим стоит кто-то гораздо опаснее. Тот, кто все это время оставлялся в тени, направлял события. И пока правда только начинает открываться, Асия, оставшись одна, внезапно оказывается на грани новой опасности. На берегу моря ей становится плохо. Боль пронзает ее внезапно и резко. Телефон падает из рук на песок. На экране имя Парса. Звонок продолжается. Но ответит ли она? Или между ними уже слишком большая пропасть, которую невозможно преодолеть? Продолжение этой истории обещает еще больше боли, тайн и решений, от которых зависит все. И главный вопрос остается открытым. Если судьба снова сведет их вместе, станет ли это шансом все исправить или окончательно разрушит их жизни? Мои дорогие друзья, мне очень будет приятно и интересно читать ваши мысли в комментариях. Всего доброго. Увидимся на новых видео. Всем пока.